Всем привет, на связи Саша. Обычно на этом канале я рассказываю о своем поступлении в европейскую магистратуру или о переработке отходов в России, но это влог моей 4-дневной поездки в Баку с братом и подругой во время гонок Формулы-1. Именно из-за гонок мы вообще туда поехали, мой брат Паша большой фанат, я обещала его туда сопроводить, потому что ему недавно исполнилось 18, и его бы одного не пустили. Кстати, нашла вам видео семейных архивов, это 6-летний Паша на гонке Формулы-1 в Сингапуре в 2012 году. Когда-то он был таким сладким малышом, а сейчас уже 2 метра ростом и со дня на день сдает ЕГЭ. Вот это время летит. Про Формулу-1 дальше расскажу подробнее, если вы смотрите видео из-за нее, то не переключайтесь. Во влогах из путешествий мне всегда интересны цены, поэтому я буду ими делиться. До аэропорта мы добирались на автобусе Аэроэкспрессе Ховрино-Шереметьево. Билет стоил 250 рублей, ехали минут 20. Билет на самолет Москва-Баку-Москва обошелся нам в 32 тысячи рублей на человека, это без багажа. Сам перелет длится 3,5 часа примерно. Он спросил, вы с молодым человеком? Я сказала, что да. Мы с тобой папа. Я только на годик остался, неважно, уже можно менять. Тут я расстраиваюсь, потому что облажалась и не смогла снять рубли в аэропорту. Но в итоге этот косяк не сильно повлиял на поездку, так что ничего страшного. В любом случае, не повторяйте моих ошибок. В Duty Free уже нет никаких банкоматов. Совсем. Снимайте деньги заранее. Паш хотел достать пауэрбанк и не достал. С собой в Баку можно брать как валюту, так и рубли. Во время нашей поездки один манат стоил 47 рублей. Для удобства я умножала все цены на 50. Деньги можно спокойно обменять в аэропорту. Мы не заметили значительной разницы в курсе между обменниками там и в городе. Мы взяли интернет Паши, чтобы он всегда был на связи. Марьяна пользовалась роумингом, а я просто везде подключалась к Wi-Fi. Он был в аэропорту, в нашей квартире, во всех кафешках и даже в некоторых музеях. Если поедете в Баку, скачайте заранее приложение такси. Мы об этом не подумали и в итоге заплатили за дорогу из аэропорта бешеные деньги. 70 манат вместо 20. И это мы еще торговались. Интересный факт, одна из компаний такси закупила так называемые лондонские кэбы, которые выглядят очень антуражно. Мы как раз на таком ехали из аэропорта. Обратите внимание, когда поедете. Квартиру мы бронировали на Airbnb с помощью зарубежной карты. Я добавлю ссылку на нее в закрепленном комментарии. Это двухкомнатная квартира с двухспальной кроватью и 2 диванами в сталинском доме. Фотографии не самые симпатичные, но вообще там по-советски уютно. За небольшие деньги самое то. Хозяйка супер милая и гостеприимная, встретила нас и проводила посреди ночи. Рядом с домом было все самое необходимое – аптека, обменник и кондитерская с лучшей выпечкой на свете. Там мы пару раз завтракали, выбор просто вау. От квартиры до центра идти около 25 минут неспешным шагом по прямой. По дороге мы глазели на новую старую архитектуру города, заходили в парк и любовались на котиков. Я улыбаюсь в маске. Но мы этого не увидим. Наше путешествие не было четко спланированным и строго регламентированным. Мы много бродили по городу, делали паузы для кофе, вкусняшек и работы. Да.
фанат. Во время гонок Формулы-1 Баку неудобно перекрыт, потому что трасса пролегает прямо по историческому центру. Большую часть времени мы утыкались в бесконечные фиолетовые заборы и были вынуждены делать большие крюки, чтобы добраться до желаемой точки. На основную часть набережной было и вовсе не попасть, на нее вход был открыт только зрителям гонок. Но мы попали на другую часть набережной, и все в порядке. Я не была бы собой, если бы не обратила внимание на инфраструктуру для раздельного сбора отходов в городе. В Баку работает система 2 контейнеров для мусора и вторсырья. Такая же действует у нас в Москве. В оранжевые контейнеры следует складывать картон, бумагу, стекло, металл. Они идут на переработку. Мы в квартире сортировали, и хозяйка этому приятно удивилась. Помимо баков для вторсырья, по всему городу стоят контейнеры для передачи одежды на благотворительность. Прямо местный аналог фонда «Второе дыхание». Еще мы видели специальные контейнеры для пластиковых бутылок в парке и в торговом центре. Вроде бы это проект Кока-Колы и каких-то местных экологических организаций. Круто! В какой-то момент мы набрели на большой и красивый книжный магазин. Я искала одну довольно новую книгу на английском языке, но ее там не оказалось. Большая часть книг на русском и азербайджанском языках, но были и небольшие секции иностранной литературы. На 2-м этаже магазина приятная зона для работы и чтения, прямо библиотека. Ну и, конечно же, там есть кафе, чтобы отдохнуть после долгой прогулки. Ну и, конечно, мы не могли не зайти в магазин и не прикупить санкционочки, а именно моднявых Air Jordan'ов. Паша супер доволен. Чё? Хочешь постричься на лысо? Красивый европейский город. Потом так тротуар, блядь. Я обожаю формат неторопливого брождения по городу, с заглядыванием в любопытные магазинчики, любованием местными жителями и неожиданными попаданиями в необычные красивые места посреди однотипных зданий или даже разрухи. Кстати, это мечеть Тезепир. Ее строительство началось в 1905 году при покровительстве меценатки Набат Ханум Ашурбековой, которая заработала свое состояние за счет добычи нефти и прожила 117 лет. А после Октябрьской революции мечеть была закрыта и функционировала в разные годы как кинотеатр и амбар, снова заработав только в 1943 году. Очень интересно. Мы умираем от жары. Ты умираешь от жары? Да. Нет. У меня почти нет ни одной фотки отсюда. У меня ни одной фотки почти из Баку нет, одни видосы. А это дворец Мухтарова. Его построили более 110 лет назад на средства нефтепромышленника и мецената Муртузы Мухтарова. Они с женой съездили в поездку в Европу и захотели построить себе не менее прекрасный дом, чем они увидели там. Прообраз будущего дворца родом из Берлина. После революции в доме в разные годы был ЗАГС и клуб просвещения для освобожденных женщин Востока. Сейчас это тоже дворец бракосочетаний. Очень красивый. Во время прогулок я обратила внимание на то, что все здания хоть и отличаются по архитектуре, но выполнены из одного и того же материала. Сейчас я проверила догадку в интернете и узнала, что почти все в Азербайджане строят из камня аглай. Это натуральный облицовочный камень из известняковой породы, который добывается в Азербайджане. Мне показалось, что единый бежевый тон зданий придает городу аккуратность и связывает воедино архитектуру разных стилей. Очень красиво.
Возле ковра, а там море. В Баку мы сходили в 3 музея. Первый – это музей азербайджанского ковра на набережной, который сам по себе напоминает свернутый ковер или шаурму. Не могу сказать, что мы с Марианой большие поклонницы ковров, но было интересно взглянуть на них шире и глубже, чем мы привыкли. Это очень крутой и современный музей, к тому же инклюзивный. Познакомиться с коврами могут даже незрячие. Есть не только тактильный шрифт Брайля, но и мини-коврики, которые можно пощупать. Больше всего мне запомнилась женщина, которая ткала ковер прямо в музее. Было видно, какой это непростой, но важный труд. Еще меня поразил самый старый ковер музея. По дефолту он лежит без освещения, чтобы не портиться, но посетители могут включить лампочку на несколько минут, чтобы его рассмотреть. Другой важной точкой притяжения в Баку считается центр Гейдара Алиева. Это красивое футуристичное здание, построенное по плану архитекторки Захи Хадид. Это культурный центр, где есть несколько постоянных экспозиций, посвященных Азербайджану, а остальное пространство занято международными выставками. Мы посмотрели работы классного турецкого художника и даже успели на выставку Сальвадора Дали. Еще в центре на подземном уровне есть выставка ретро-автомобилей. Там классно побродить и просматривать раритетные машинки, которые теперь можно увидеть только на фотографиях или в кино. Сходили на выставку классических машин. Офигенно. Ой, способна, я даже не понимаю. Но больше всего нас с Марианой впечатлил музей современного искусства. Там потрясающая коллекция самых разных работ. Лучше никуда не торопиться, чтобы все как следует рассмотреть. Да, так и есть. Что такое советское? Меня вдохновляет современное искусство, потому что он доказывает, что бы ты ни сделал, это кому-то понравится, и это будет востребовано. И мне кажется, оно учит не стесняться того, что у нас может что-то не получаться в чем-то представлении, и вдохновляет двигаться дальше. Очень круто. Я ушла очень вдохновленная и заряженная на творчество. Многие мои знакомые не любят современное искусство, говорят, что это детская мазня, но я вижу в нем смелость оказаться непонятым и демонстрацию того, что все мы разные и все мы имеем право существовать и творить без оглядки на то, сколько отклика это соберет и что подумают у нас другие люди. Ведь главное — жить в мире и реализовывать свои амбиции без вреда для окружающих. А вы как думаете? Я в восторге от музея современного искусства. Просто must visit. Еще мы успели побывать в торговом центре Tennis Mall. Он находится на набережной. Мне кажется, внешне он похож на Сиднейскую оперу. А вы что думаете? Там можно пошопиться, перекусить и даже поиграть в игровые автоматы.
А еще с его смотровой площадки открывается классный вид на Каспийское море. Вечером было здорово прогуляться вдоль набережной. С нее открывается красивый вид на переливающуюся подсветку небоскребов. Они называются пламенные башни. Похоже, что и название, и формы башен отсылают нас к гербу Баку, на котором как раз изображены 3 языка пламени. Мне кажется, что это одновременно очень символичное и при этом довольно ненавязчивое решение. У нас возникла проблема, что у нас закончились наличные банаты, а сегодня воскресенье, и банки не работают. И вроде бы мы ночью уезжаем, но на сегодня нам деньги нужны. Поэтому мы сейчас судорожно ищем банки, которые открыты в воскресенье, чтобы поменять денег. Так что, когда вы в путешествии, не забывайте думать о таких вопросах. Мы приехали в Баку заранее, чтобы Паша успел на прогулку по Питлейну 27 числа, а еще на фан-форум гонщиков младшей серии Формулы 2. На память Паша купил себе мерч любимого гонщика, кепку Макса Ферстаппена, конечно. А на фан-форуму гонщиков Формулы-1 ему удалось дважды поймать кепки с автографами Вальтери Боттаса из команды Альфа Ромео и Кевина Магнусона из команды Хаас, когда сами гонщики кидали их со сцены. Наконец-то 2-метровый рост Паши начал приносить пользу. За эти 4 дня Паша послушал интервью своих любимых гонщиков и некоторых руководителей команд. Увидел своими глазами, как его любимая команда, Red Bull, конечно, заняла и 1-е, и 2-е место в гонке. А также сходил на концерты нидерландских исполнителей Don Diablo и Hardwell. В общем, эта поездка для Паши стала просто незабываемым опытом. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Ставьте лайки, чтобы этот ролик увидел больше людей, и я порадовалась классным циферкам. Расскажите в комментариях, были ли вы в Баку и какое впечатление у вас оставил город. А если не были, то заинтересовала ли я вас в этом направлении. Кстати, я завела Boosty. Теперь вы можете поддержать меня и помочь наладить регулярную выкладку видео на YouTube. За подписку можно получить открытку от меня или консультацию в сфере моих компетенций. Буду рада вашему донату. Спасибо и до новых встреч. Пока!